поехали. Давайте. Так, сегодня у нас программа мезолифтинг. Данная программа у нас предназначена в первую очередь для антиэйдж эффекта, когда мы делаем лимфодренаж, подтяжку, корректируем морщинки, убираем зажимы и укрепляем каркас не только кожи, но и мышц. Мы очистили кожу лица, шеи, декольте. И на лицо я нанесла энзимную маску, буквально на 7 минут. Так как энзимная маска, она хорошо отшелушивает и очень хорошо увлажняет кожу, также она поспособствует более интенсивному внедрению активных компонентов. На внедрение мы будем сегодня использовать коллагеновый бустер и филлер с фрагментированной гиалуроновой кислотой. Пока у нас есть 5 минут и идет подготовка кожи лица, то есть это такой как легкий вариант пилинга, я уже работаю на лимфоотток. Наносим обильно праймер. И повторяем 5 проходов. Первая линия у нас начинается из-за ушка, где фиксируются многие мышцы, и движемся в надключичную зону, так как здесь сосредоточена большая часть крупных лимфоколлекторов. И уходим прямо в трапециевидную мышцу. Можно немножко повернуть голову. И вот таким образом. Тогда мы снимаем спазм в воротниковой зоне, и будет идти лучше коррекция овала. То есть мы работаем по протоколу мезолифтинг сейчас, да? Да. Это у нас был третий проход, и четвертый делаем проход. С легким нажимом в начале и в конце каждой линии. Интенсивность можно регулировать. Напомню, что лимфодренаж мы делаем в режиме минус. Соответственно, когда мы разгружаем крупные лимфоузлы поднижнечелюстные, околоушные, все процессы, которые дальше мы будем запускать на лице, они будут более проявлены. Я имею в виду это и подтяжка, и работа с отеками. Это я уже делаю пятый проход. Темп такой средний, не быстрый и не медленный. На чувствительной коже, что еще хочу сказать немножко про энзимную маску. У нашей модели чувствительная кожа. Вот, на чувствительной коже я не покрываю энзимную маску пленкой, вот, так как мы делаем эту маску впервые сейчас, и хочется посмотреть на реакцию. Поэтому экспозиция будет у нас 5 минут и без пищевой пленки. В дальнейшем можно использовать даже вот для такого типа кожи дополнительно окклюзию. Или же если клиент с более плотной такой вот кожей, то тогда экспозицию можно выдерживать 15-20 минут и используем окклюзию. Так, теперь все то же самое делаем с левой стороны. Ставлю паузу на аппарате. Это нажимаем на кнопку «Стоп» коротким нажатием. Смываем остатки препаратов. Смотрите, по праймеру здесь можно его либо оставить, но так как мы хотим сделать программу мезолифтинг и подтянуть максимально контуры и проработать шею, то праймер я буду смывать, так как я еще буду дополнительно работать по шее с филлер-гелем и с коллагеновым бустером для укрепления всех участков кожи, лица, шеи, ну, особенно вот основания шеи, там, где больше всего хочется укрепить. Да, на зону вокруг губ мы сейчас сделаем патчи с коллагеновым бустером. Берем наши фирменные патчи, хорошенько их пропитываем мистом, так как мист, он является дополнительным энхансером, то есть усиливает проникновение миорелаксанта и придаст плотность, особенно вот верхней губе, по контуру. Наносим бустер. То есть патчи пропитываются мистом, Да. и наносится бустер. И укладываем от серединки губы в начале в правую сторону, над верхней губой. Вот прям вот закладываем, чтобы ложился патч по контуру губы.
Здесь можно немножко ниже опустить. Хорошо прижимаем, чтобы никаких воздушных подушек здесь не было. И второй точно так же укладываем хвостиком в левую сторону. Сколько минут надо выдерживать? Здесь экспозиция может быть 15-20 минут. В любую программу можно интегрировать данный такой вот вариант. И по эффекту, я еще раз проговорю, это то, что мы будем корректировать мимические морщинки, которые вот есть, динамические морщинки. Вообще вот немножко распушим губы так деликатно. Они, конечно, не увеличиваются в размером, но за счет того, что будет сниматься мышечный спазм, то губы немного распушатся. При этом мы не делаем никаких инъекционных методик. И в это время можно либо заниматься, допустим, другими зонами. В данном случае я буду работать с лбом и с веками. Так, я наношу филлер, работаю серебряной стрелой. Наша задача максимально поднять лоб, укрепить веки, разгладить морщинки. Режим минус. Начинаем с межбровки. Манипулу стараемся прижимать сейчас всей поверхностью. Снимаем мышечный спазм данной техникой и заполняем морщинки. Дальше работаем с горизонтальными заломами. И когда поднимаемся кверху, я сейчас медленнее чуть покажу, мы делаем как будто натяжение, а вниз манипула уходит с легкостью, как будто так стекает. По филлеру мы работаем чуть быстрее, темп имеется в виду. Так как он быстро впитывается, наша задача максимально интенсивно его внедрить. Вообще филлер-гель, он очень хорошо работает с морщинами, это альтернатива инъекционным методикам, когда мы работаем и на заполнение, и на подтяжку. Несколько линейных движений. Этим приемом мы вытягиваем межбровку. И по горизонтальным морщинкам уходим к височной области. То есть это как дополнительный такой вот лимфодренажный прием. И с левой стороны. Каждая линия точкой фиксации заканчивается. Несмотря на такой вот достаточно динамичный темп, скажем так. Также с межбровкой можно поработать такой коротенькой восьмеркой. Здесь я уже манипулу держу под углом 45 градусов и прорабатываем крупные заломы. Легкая такая гиперемия идет, потому что легенькая и нажатие есть, и кожа чувствительная. Интенсивность можно регулировать под каждого клиента в зависимости от порога чувствительности. Вы можете поинтересоваться у клиента, комфортно, можно добавить, снизить. То есть это все мы спрашиваем. И еще можно здесь проработать по кругу межбровку, для того, чтобы разгладить этот залом. Вообще вот программа мезолифтинг, она очень хорошо работает с морщинами, укрепляет кожу, осветляет кожу и наполняет ее, повышает тургор, эластичность тканей. Ну и самое основное, конечно же, это лифтинг. Вот уже немножко впитывается филлер, здесь я еще пройду линейно. Восьмеркой. Да. Ой, восьмеркой, да. И сюда восьмеркой. И манипулу я уже держу под углом 45 градусов. А почему не плотно? Вначале мы работаем всей поверхностью, когда только наносим филлер-гель. Когда он чуть-чуть уже подвпитался, лучше держать манипулу под углом 45 градусов. Тогда вы и растягиваете филлер, который вот еще где-то вот не довпитался, и вы не смещаете кожу. Есть. Теперь подтяжка век. Добавляем филлер. На верхнее веко. На нижнее веко. Долго филлер не втираем. Нам нужно примерно 1 мл. И здесь еще мы будем дополнительно работать со лбом. То есть вот наша зона проработки.
круговая мышца глаза и правая сторона лба. Начинаем, вернее, продолжаем работать с межбровкой. И переходим уже на верхнее веко. Поднимаем верхнее веко. Стараемся вроде и с нажатием работать, но если видим, что кожа чуть-чуть смещается, значит нужно не так плотно прижимать манипулу. Когда вы несколько процедур сделаете клиенту, кожа будет уплотняться мышца, вообще все вот эти вот структуры, и смещение кожи будет меньше. Несколько круговых движений. И потом мы выходим наверх. Интенсивность можно увеличить. Напомню, что по филлеру мы работаем в режиме минус. И это дает подтяжку век, лба. Разглаживаются параллельно горизонтальные морщинки на лбу. Вот в этой линейной технике зона лучиков у глаз. И идем прям вот к волосистой части головы. Так, тут геля у меня уже нет. Дальше мы по кругу. Прям под ресничный край можно спускаться. И еще один проход. То есть насыщение кожи филлер-гелем с программой вот мезолифтинг, которую мы сейчас делаем, это альтернатива инъекционным методикам. Ну, все что хотят получить от инъекционных методик? Это плотность, это качество кожи и, конечно же, подтяжку. И вот многие говорят, хочу анти-эйдж, вот подтянуть, все разгладить. Вот это вот как раз программа мезолифтинг. Только отличие от инъекционных методик колоссальное заключается в том, что инъекции это в основном вот, внедрение до уровня дермы. Здесь мы внедряем в данном случае филлер-гель до дермы, но при этом прорабатываем глубоко лежащие структуры, то есть мышцы. Потому что если работать только с кожей, какой может быть лифтинг? Просто кожа, да, уплотнилась, чуть подтянулась. Но если мышца, она слабая, атоничная, да, то полноценный лифтинг не получится. Ну и реабилитационного периода нет. Вот, да, это тоже важно. И здесь вот смотрите, есть такой вот залом на спинке носа, вот, который тоже нужно обязательно прорабатывать. Поэтому мы так захватываем, да, вот переносицы и поднимаем наверх. Можно несколько повторений вот прям в одной точке проработать, где вы видите залом. Работаем до полного впитывания препарата. То есть я здесь ориентируюсь уже вот не на 5-7 проходов, а здесь я нанесла филлер плотным слоем и работаю, пока он не впитается. Это обычно где-то до 10 повторений. В данной программе это будет очень хорошо и у данной модели, потому как мы работаем на наполнение кожи, на насыщение и на укрепление век. Наша задача, да, вот еще максимально хорошо вот хочется укрепить круговую мышцу глаза и лоб, потому что если мы говорим про подтяжку век, мы не можем работать только с веками. Вот очень часто, кстати, девочки спрашивают, а могу я вот, допустим, сделать только процедуру для век? Вот мне нужно веки подтянуть, а так у меня все классно. Вот. Это будет не совсем правильная программа, потому как веки нужно подтягивать и задействовать при этом зону лба. Это если мы говорим только про веки. Но тут я про лимфодренаж даже не говорю, потому что это как по умолчанию идет. Так, это у нас уже будет завершающий такой проход. И все то же самое мы будем делать с левой стороны. Что ты сейчас наносишь? Сейчас наносим коллагеновый бустер на зону лба и на зону лучиков у глаз. При этом патчи я не снимаю, они продолжают работать, так как я хочу более интенсивного миорелаксирующего действия в области носогубного треугольника, то есть чтобы губки немного вот ушли с этого зажатого состояния, пришли в нормальное такое естественное свое состояние, скажем так. И бустер коллагеновый, он же дополнительно плотность дает и эти морщинки разглаживает. Сейчас что я делаю? Вот здесь вот работаем с переносицей.
Здесь есть такой залом, который хочется вот прям поднять, растянуть. Он вообще такой вот прям податливый у нас. Вообще, что касается вот зоны лба, век, это самая благодарная зона проработки. Здесь близко расположена кость, много нервных окончаний рядом расположенных, тоже поверхностных, мало подкожной жировой клетчатки, и результат всегда будет просто фантастический. То есть несколько таких вот растягивающих восьмерок. Приподнимаешь Да, немножко, я да? как приподнимаю, как будто ее взбиваю, можно так сказать. При этом манипулу я держу под углом 45 градусов, то есть не всей поверхностью прижимаю. Ну, мы сильно не жмем, конечно, но в то же время нажатие легкое делаем. Теперь переходим на межбровку. Здесь мы можем начать работать по спирали и в обратную сторону, в зоне третьего глаза. У нас, в принципе, да, вот первый этап заполнения морщин был с филлер-гелем, и уже можно будет вот прям наблюдать. Вы даже когда будете делать клиенту процедуру, вы будете видеть, как вот прям сама морщина, она разглаживается. Мы ее как заполняем и как приподнимаем вот эту вот складку, которая оформилась. Дальше мы работаем размашистой восьмеркой по лбу, поднимаем бровь с таким более интенсивным нажатием к зоне роста волос. Протягиваем все, уходим восьмеркой в зону виска, и, соответственно, лучики у глаз будут разглаживаться. И линейно к височной области. Но начинаем с левой брови, вот с этой точки уходим. С противоположной Да. стороны. И таким полукругом к височной области. Еще восьмерку можно на лбу прокрутить, даже не можно, а нужно. Вот когда межбровка сильно проявлена, соответственно, мы здесь больше можем и проходов сделать. Притом с правой стороны она менее выражена. Сейчас я маленькую локальную восьмерку делаю. И потом локальной восьмеркой ухожу в левую сторону, где больше морщинка проявлена. И локальная восьмерка идет по самому крупному залому, делаем локальную восьмерку. При этом вы растягиваете параллельные заломы, горизонтальные, которые ниже и выше лежат. То есть вначале идем по крупному залому, так меленько. А назад уже возвращаемся, растягиваем вот эту всю зону более такой крупной восьмеркой. Переходим, да. Переходим на левую сторону. Снимаем патчи. У нас экспозиция была 20 минут. То есть очень хорошо видно прям как осветление вот здесь, в этой зоне, вот где хвостик лежал. Что можно сделать дальше? Дальше мы можем поработать на внедрение филлер-геля в зоне носогубного треугольника. Но я уже в данном случае не буду акцент делать на этой зоне. Примерно 1 мл филлер-геля наносим на щечку по контуру. Долго не втираем. И каплю добавляем над верхней губой. И на нижнюю губку с подбородком. Начинаем линейно. Подхватываем обязательно овал. Уходим аж в зону височной области. Здесь мы и лучики у глаз параллельно задействуем. Поднимаем скуловую зону, поднимаем овал, устраняем зажим в платизме в верхних точках фиксации ее. Угол рта поднимаем. И здесь прорабатываем мышцу, которая крылья носа поднимает. Это даст как бы, да, вот работу с носогубными складками, если кому нужно, да, то вот эту зону обязательно прорабатываем, потому что это отвечает за вот эту носогубную складку. Здесь у нас идет легкая такая восьмерка над верхней губкой. Потом мы работаем с марионетками, поднимаем депрессоры. Даже не поднимаем, а расслабляем спазм, снимаем гипертонус, даже вот так вот будет более правильно. То есть здесь у нас восьмерка идет по такому же принципу, как было с правой стороны. То есть вниз мы слегка уходим, а наверх мы поднимаем угол рта. Вниз слегка, а наверх поднимаем и как чуточку поднажимаем.
растягивает немножко, да? Мгм. Можно добавить. Так, здесь повторяем второй раз. А сколько ты проходов делаешь? По филлеру получается где-то таких прям полноценных 5 проходов до момента, пока он впитается. Ну, зависит, конечно, вообще от типа кожи. Если кожа более сухая, это первые несколько программ, она может прям вот очень интенсивно впитывать и филлер, и бустер, и даже праймер, то есть пока она не насытится. Сейчас мы проработаем еще верхнюю губку по спирали. Обязательно вот подхватываем контур, спускаемся немножко на шею. При этом мы не делаем перескок на нижней челюсти, то есть вот не вот так вот у нас идет, да, а мы прям вот прорабатываем, чтобы вот прям почувствовали вы, где идет очертание нижней челюсти угла, вот прям хорошенько там работаем. Еще разок. Это у нас 4-й проход получается. В кое-каких участках, вот я когда работаю, я прям вижу, да, вот чувствую вот насадкой манипулой серебряной стрелой. Когда работаем, чувствуется, где больше подвпиталась. Вот в данном случае интенсивно подвпиталась над верхней губой, хотя филлер гель я нанесла достаточно таки плотным слоем. Ну, нанесите немножко во время процедуры именно локально в эту зону, если вы видите, что нужно вот прям поработать еще на заполнение. Что я сейчас и сделаю. То есть небольшую капельку буквально. Если, допустим, да, заломы выражены, то мы можем здесь еще линейно поработать. Вот прям с точкой фиксации в области угла рта, в области носогубной складки. То есть я начала с того, что первую линию проработала по контуру губ и зафиксировалась в области угла рта. А дальше поднимаюсь выше. Ну вот сейчас еще раз демонстрирую. Первая линия была. Дальше вторая, это мы разглаживаем кисетные морщинки, укрепляем верхнюю губу, то есть немножко она у нас окультурится. И фиксируемся за носогубной складкой. Как немного и растягиваешь. Да. И прижимаюсь чуть-чуть. Ну, давайте еще разочек. Можно же прям по контуру губ работать. Угу. Есть. Коллагеновый бустер. Вначале на манипулу, затем плотным слоем распределяем по шее, так как нам хочется сильно укрепить шею, прям вот плотности ей такой придать. Обязательно зона носогубного треугольника, зона депрессора, вот где у нас уголки рта куда-то норовят опуститься. Ну и, конечно же, средняя треть лица, зона над губой. И здесь мы работаем от центра подбородка со сбросом вниз. От угла рта поднимаем угол рта, идем к козелку, укрепляем зону возле ушка и уходим по грудинно-ключично-сосцевидной мышце вниз. Затем над губкой скуловую зону приподнимаем, сброс вниз. С легкой фиксацией в надключичной ямке. От крыла носа к височной области вдоль ушка вниз. Что такое лимфодренаж? Да. Режим плюс применяем бустер в данном случае. Наша задача в программе мезолифтинг это есть таких вот прям несколько направлений. Первое направление это коррекция морщин. Второе направление это плотность кожи. Третье направление это лифтинг. И, конечно же, лимфодренаж. То есть вот с этой программой с мезолифтинг, она многоступенчатая, но она очень интересная как для косметолога в плане применения, потому что эффект мы видим сразу, клиент его видит сразу, эффект удерживается около недели, и это отличная альтернатива вот инъекционным методикам, так как ну, опять-таки, вот что касается инъекций ботулотоксина, там есть вот ограничение, верхнее ограничение по возрасту. Когда взрослый человек, то уже миорелаксанты, ботулотоксина типа, они не актуальны. И вот нужно больше работать с мышцами, не расслаблять их, да, вот как бы, а наоборот наращивать вот эти все
Тонус. Да, наращивать тонус, восстанавливать нейромышечные связи для того, чтобы в тонусе были мышцы. И в данном случае вот мезоформ, он как раз у нас, в общем-то, и предназначен для того, чтобы усилить мышечный тонус, а работая в режиме плюс по коллагеновому бустеру, мы даем еще очень хороший тонус кожи, так как укрепляем коллагеновые волокна за счет фрагментов коллагена, за счет фрагментированного коллагена. То есть мелкие вот эти цепочки, они очень здорово воздействуют на наш нативный коллаген, и кожа уплотняется. Дальше мы идем в режиме плюс, но уже все наши движения идут на подтяжку. Вот линии, которые латеральные, да, вот ближе сюда к уху, они длинные, вытягивающие, с легкой фиксацией в скуловой зоне. Когда мы продвигаемся к зоне носогубного треугольника, где хочется выровнять и подтянуть овал, убрать вот этот гипертонус в депрессоре, который тянет углы рта вниз, здесь я делаю такие несколько круговых движений, при этом, ну, манипула вы видите, да, Как как разминающие она, да. такие. Притом я очень хорошо вот как бы даже чувствую где-то кость нижней челюсти, но при этом нажатие я сильное не делаю. Потом поднимаем угол рта и уходим в височную область. При этом разглаживаем зону лучиков угла за счет того, что снимаем спазм в мышечной зоне. И в данном случае можно на несколько секунд вообще уйти в трапецию и зафиксироваться там. Дальше повторяем. Длинные вытягивающие линии. Вот где-то в области скулы, не в висок я ухожу, а где-то вот в скуловой области идет точка фиксации. Линии накладываются друг напротив друга, может быть, где-то перекрывают друг друга или идут параллельно. Главное, чтобы мы вот, ну, как внахлёст шли, не пропускали никакую линию. Здесь у нас работа с депрессором идет, с поднятием угла рта. То есть можно одну линию запустить вот сюда, а вторую уже чуть выше, с поднятием угла рта. Притом здесь ощущение очень комфортное. Немножко подержаться в области угла рта. Можно линейно прямо идти к виску и вниз. И еще разочек. То есть манипула, она как будто огибает вот этот угол нижней челюсти, вырисовывает его и, соответственно, делает более четким. При этом я напомню, да, что вот программу мы начинали делать с того, что у нас был лимфодренаж, и мы очень интенсивно работали с трапециевидной мышцей. То есть мы уже сделали подготовку, мы сделали релаксирующие вот несколько движений в зоне трапециевидной мышцы, расслабили чуть-чуть плечи, и дальше нам будет вот намного проще работать на улучшение контура лица. Переходим на правую сторону. Наносим плотным слоем праймер на всю левую сторону. Контур обязательно. Чуточку добавим. И на лоб. На левую его часть. Немножко на веко на верхнее, так как будем проходить по бровке. И начинаем с длинных вытягивающих движений. Это уже завершающий этап программы мезолифтинг, когда наша задача вот все восстановить. Работаем в биполярном режиме по праймеру. Приводим в нормотонус. Несколько лимфодренажных линий по щечке, под глазом, на нос. И уходим линейно по лбу со сбросом вниз. Тоже где-то 5-7 повторений. Да. Ну, с овалом обычно хочется побольше. Ну, у нас как бы мы помним, да, про дозировку физических факторов. Это время процедуры, у нас общее время процедуры занимает около 30 минут.
Если подытожить общее время процедуры, оно, конечно, будет растягиваться, потому как мы отвлекались и на патчи, и на нанесение средств, и на смытие маски энзимной. То есть вот это имеется суммарное время сеанса, да, вот одного. Оно может быть и на 1,5 часа, потому что иногда у меня вот косметологи спрашивают, вот, а сколько нужно времени заложить на одну процедуру на клиента? Ну, в среднем закладывается на процедуру 1,5 часа, в зависимости от того, какие программы ухода вы будете делать. Возможно, вы уложитесь и в час, вот, так как сама процедура с Мезоформ Про занимает где-то полчасика. Но есть вот этап очищения, в конце мы смываем препараты, вот, и завершаем нанесением крема. Это час. Но если мы еще дополнительно используем патчи, маски, то тогда лучше оставить 1,5 часа, чтобы вы могли клиенту предложить еще вот какие-то дополнительные такие, скажем так, какие-то локальные программы для усиления эффекта. В данном случае я программу мезолифтинг объединила с нашими патчами, с коллагеновым бустером в зоне носогубного треугольника, для того, чтобы вот еще сильнее вот расслабить эту зону носогубного треугольника и, соответственно, вот потом прям поработать по бустеру в области губ. Еще разочек. Здесь у меня больше идет все-таки линий на зону шеи и коррекцию нижней трети лица. С верхней частью лица уже меньше идет проработка, потому как очень был такой хороший акцент, когда мы работали на внедрение филлер-геля и когда мы работали на коррекцию морщин по коллагеновому бустеру. Поэтому здесь я, ну, скажем так, через раз возвращаюсь в зоне лба. Вы можете под клиента вот как бы выстраивать данную программу. Вот видите, да, что вот в какой-то из дней нужно больше акцент сделать на овал, а в какой-то, допустим, из этапов хочется все-таки поработать вообще, возможно, с веками. Может быть, отечность просто нижних век у клиента побольше. Вот тогда это все дело очень удобно сочетать в программах ухода с Мезоформ Про. И заканчиваем в трапециевидной зоне. Так, смываем остатки средств. Добавляем мезомист. И в финале наносим крем. Анастасия, это что такое? А это мы наносим в завершении сатин-крем на слегка влажную кожу после мезомиста. То есть мы не ждем, когда он полностью впитается, да, а когда чуть-чуть Да, кожа чуть-чуть влажная влажная. кожа, и тогда у нас так очень легко распределяется крем. И, кстати, вот я смотрю, несмотря на то, что кожа-то чувствительная очень, ну, такой вот гиперемия, есть легкое покраснение, такое прям выраженное. Чуть-чуть была после энзимной маски, но мы потом, в принципе, когда вот делаем микротоки с Мезоформ Про, очень же хорошо мы работаем с сосудами кровеносными. Я в основном рассказываю про то, как мы лимфодренаж запускаем и все остальное, а на самом же деле очень хорошо идет укрепление сосудов, укрепление стенок сосудов, устраняются вот как бы застойные явления венозного характера, и цвет кожи он выравнивается. То есть если есть вот купероз, либо чувствительная кожа, это показание к проведению процедур с Мезоформ Про. Для чувствительной кожи у нас есть прям вот процедура Sensitive Touch. Но в данном случае достаточно вот общих программ ухода, потому что общее укрепляющее действие сосудистых стенок с Мезоформ Про мы получаем от любой программы ухода. Люба, а что у вас на губах по ощущениям после патчей? Вот эта вот часть губы, она прямо как приподнялась. И уголки рта, как вроде я улыбаюсь. Но я не хочу улыбаться, а оно вот такое ощущение улыбки. Хочешь улыбаться постоянно? Да. Делай Да. мезолифтинг.